Привет! Это первое видео курса по сводным таблицам и дэшбордам в Excel. В рамках этого видео мы наглядно разберем самые важные знания и навыки, которые позволят даже абсолютному новичку создавать сводные таблицы в Excel и уверенно ими пользоваться. В рамках же самого курса мы будем следовать определенному плану. Давай я его представлю, после чего мы перейдем к непосредственной теме этого видео. Итак, сводные таблицы в Excel – это мощнейший инструмент, который позволяет быстро и удобно создавать из сырых данных наглядные и многофункциональные отчеты. Эти отчеты также можно легко переводить в графическую форму, и поэтому темы сводных таблиц и так называемых дэшбордов, вот таких информационных табличек, непосредственно связаны друг с другом. Таким образом, в этом плейлисте ты не только овладеешь навыками работы со сводными таблицами, но также и научишься создавать подробные визуальные отчеты, представляющие самые важные показатели в интерактивной форме. Для этого в рамках этого плейлиста мы будем следовать следующему сюжету. Для начала мы представим, что получили следующие исходные данные, а вместе с ними и поручение создать наглядный и максимально интерактивный отчет. Немного разобравшись с темой, мы понимаем, что для выполнения поставленной задачи нужны сводные таблицы. Поэтому мы вырабатываем следующий план. Первым шагом мы изучим весь самый важный функционал сводных таблиц. Затем, овладев сводными таблицами, мы научимся создавать вот такие дэшборды, которые позволят нам заглянуть за кулисы сырых данных и узнать важные экономические факты. Научившись самым главным основам в первых двух шагах, мы будем, благодаря постоянно выходящим в этом плейлисте свежим видео, открывать все новые и более изощренные навыки, постепенно доводя знания и умения в сфере сводных таблиц и дэшбордов до самого высокого профессионального уровня. Что ж, давай приступим и перейдем непосредственно к темам нашего первого шага в этом плейлисте. Итак, вот наши данные. Скачать этот файл ты можешь по ссылке в описании к этому видео, чтобы во время его просмотра одновременно упражняться и таким образом лучше запоминать показанное. Отлично. Файл с данными у тебя, получается, теперь есть, и давай посмотрим, о чем вообще идет речь в этих данных. Согласно истории файла, мы являемся немецким поставщиком ряда продуктов из 8 категорий. Нашими клиентами являются 8 супермаркетов, и в файле перечислены все заказы этих 8 компаний в 2021 и 2022 годах в следующих городах: Берлин, Бремен, Гамбург, Дрезден, Кёльн, Мюнхен, Франкфурт и Штутгарт. Одна строка в этой таблице означает один заказ и содержит в себе такие данные, как дата заказа, его объем, цену единицы заказанного товара, а также результирующую выручку. 8 упомянутых городов при этом подразделяются в 4 региона, и указание принадлежности к региону также присутствует в таблице. Отлично. Вот такие данные у нас, получается, имеются, и это очень здорово иметь столь подробные данные. Единственная проблема заключается в том, что в подобной табличной форме мы не можем вычитывать важные факты изменения, происходящие в бизнес-процессах нашей компании. Простейшими примерами важных фактов навскидку можно назвать, например, следующие вопросы. Какие категории товаров приносят самую большую долю выручки? Какой регион по выручке является самым значимым? Или, например, какие заказчики являются для нас самыми важными, опять-таки по тем же самым показателям выручки? Это всего 3 первых вопроса, которые сразу же приходят на ум. Кроме этого, из всех этих названных вопросов может вытекать целый ряд последующих вопросов. Во-первых, например, те же самые вопросы, только в определенном году, или те же самые вопросы, но в отношении лишь одного определенного города. Кроме того, объектом анализа может быть также, естественно, не только выручка, но и объем реализованного товара. И так далее, и так далее. Интересующих фактов здесь может иметься огромное количество. И именно благодаря сводным таблицам мы сейчас и научимся удобно и просто вытаскивать подобные факты из сырых данных в наглядной и понятной для нас форме. Прежде чем мы, однако, приступим к непосредственному созданию нашей первой сводной таблицы, нужно обязательно коротко оговориться о том, в каком формате должны храниться данные для сводных таблиц. Сейчас, как видишь, данные просто вставлены на рабочий лист. Технически, вот так топорно вставленные на рабочий лист значения тоже можно использовать в качестве источника данных для сводных таблиц. Для этого выбираем все значения. Проще всего это сделать следующим образом. Выбираем одну из ячеек внутри таблицы и используем комбинацию клавиш Ctrl-A. Таким образом, Excel целиком выбирает за нас все прилегающие друг к другу данные. Теперь переходим во вкладку «Вставка», выбираем пункт «Сводная таблица». И вот Excel уже предлагает нам создать новую сводную таблицу. Однако, источники данных в виде статичных областей на рабочем листе Excel являются далеко не самой лучшей практикой работы со сводными таблицами. Почему это так? Потому что, как видишь, здесь статичным образом указан диапазон значений. Соответственно, при каждом изменении размера таблицы, например, если добавляются новые значения или удаляются определенные уже имеющиеся, нам придется вручную поправлять указанный в качестве источника данных диапазон. Поскольку подобная лишняя ручная работа нам совсем не нужна, я сейчас отменю вставку такой сводной таблицы и покажу, какой источник данных является истинно правильным и максимально эффективным для сводных таблиц. Итак,
Правильным источником данных для сводных таблиц являются так называемые умные таблицы. По-английски они называются data tables. Преимущество умных таблиц заключается в том, что они всегда в себе также содержат дополнительную информацию о том, где они и их отдельные составные элементы начинаются и заканчиваются. То есть заданная один раз ссылка на диапазон умной таблицы всегда будет очень быстро и легко обновляться после внесения каждого малейшего изменения в источник данных, благодаря всего одному нажатию кнопки мышки. Поэтому сейчас давай, во-первых, переведем нашу статичную таблицу в умную таблицу. Для этого выбираем одну из ячеек внутри нее и используем комбинацию клавиш Ctrl-T. Excel автоматически определяет диапазон всех прилегающих непустых ячеек, вот он, и предлагает создать умную таблицу. Так что мы просто нажимаем на ОК, и вот статичный диапазон уже успешно переведен в формат умной таблицы. При этом вот такая синяя расцветка является стилем умной таблицы по умолчанию. Если ты хочешь этот стиль поправить, то проще всего это можно сделать во вкладке «Конструктор». Выбираем одну из ячеек умной таблицы. У нас сразу выводится вкладка «Конструктор», и в ней у нас есть раздел «Стили таблиц». В этом разделе имеется целый ряд различных стилей. Здесь же также можно сделать таблицу нейтральной, без какой-либо окраски. Вот так. Я обычно оставляю все умные таблицы в их классической синей раскраске. Таким образом, привыкаешь к этому стилю, и со временем он становится отличительной чертой, которая позволяет с первого взгляда распознавать умные таблицы на рабочих листах. Кроме того, благодаря этой раскраске можно быстро распознать диапазоны умной таблицы, что важно, например, при добавлении новых данных в нее. Отлично. Значение мы перевели в формат умной таблицы, и теперь остается лишь пара последних пунктов. Во-первых, хорошей практикой является переименование умных таблиц таким образом, чтобы их содержимое было сразу понятным из названия. Нам пока придется работать всего с одной умной таблицей, вот с этой, поэтому переименую я ее достаточно просто. Выбираю одну из ячеек, и опять-таки во вкладке «Конструктор» у нас есть поле «Имя таблицы». Здесь вношу название. Пусть это будет UT, то есть умная таблица, нижнее подчеркивание, данные. Супер. Ну и последняя подготовительная поправка, которая скорее является попутным советом, это отключение сетки рабочего листа. Переходим во вкладку «Вид» и убираем галочку напротив пункта «Сетка». Если же сетка все-таки понадобится вновь, то вернуть ее можно опять-таки очень просто с помощью галочки в этом же поле. Отлично. Все подготовительные действия мы произвели, и значит пора создать нашу первую сводную таблицу. Делается это опять-таки очень просто. Каждой сводной таблице требуется источник данных. Мы в качестве источника данных подготовили нашу умную таблицу, так что просто выбираем одну из ее ячеек, переходим во вкладку «Вставка» и щелкаем по кнопке «Сводная таблица». Поскольку, как и было сказано, умные таблицы содержат в себе также информацию о размерах их диапазона, хватает, как мы это и сделали, выбрать всего одну ячейку требуемой умной таблицы для того, чтобы Excel сам определил весь ее диапазон. В итоге в поле источника данных просто вписывается наименование умной таблицы, а не статичный диапазон. В этом же окне ниже можно задать, куда должна быть помещена новая сводная таблица. Нас вполне устраивает, что таблица будет помещена на новый лист, так что я нажимаю на ОК. В результате чего создается новый рабочий лист, на котором помещается вот такое поле для будущей сводной таблицы. Сейчас мы приступим к ее созданию и настройке, но для этого сперва ее так же, как и умную таблицу, переименуем. Для этого, выбрав вот так одну из ячеек области будущей сводной таблицы, у меня сейчас выбрана ячейка А3, заходим в появившуюся вкладку «Анализ». В открывшейся вкладке «Анализ» в поле «Имя» вписываем новое имя. Пусть это будет простенькое ST, нижний пробел, первое ST, то есть сводная таблица, первая сводная таблица. Я всегда предпочитаю у умных таблиц и сводных таблиц вначале приписывать вот такой префикс, который дает понять, что речь идет либо о сводной таблице, либо о умной таблице. Правда, я обычно пишу на английском DT, то есть Data Table, или же PT, Pivot Table. Отлично. Теперь давай начнем наше знакомство со сводными таблицами с того, что разберемся, какие элементы управления сводной таблицы у нас имеются. Смотри, когда мы выбираем одну из ячеек в этом диапазоне, у нас открывается следующее окно для работы с полями сводной таблицы. Если мы закроем это окно с помощью крестика, то при следующем выборе ячейки в выделенном диапазоне это окно больше не выведется. Это так, поскольку Excel думает, что перекрывает этим окном определенные важные области листа для нас, и мы его именно поэтому скрыли. Поэтому, чтобы нам снова открыть это окно, нажимаем правой кнопкой мыши по полю будущей сводной таблицы и щелкаем по «Показать список полей». Таким образом, мы снова закрепляем вот так справа окно списка полей при выборе одной из ячеек сводной таблицы. Окей. Теперь, собственно, рассмотрим это окно. В его верхней части имеется список доступных полей для сводной таблицы. При этом, если обратить внимание, то можно заметить, что все перечисленные выше пункты соответствуют заголовкам умной таблицы, заданной в качестве источника данных. Выбирая эти пункты и закидывая их в расположенные ниже разделы, мы сейчас и можем создавать сводные таблицы, соответствующие нашим нуждам. В качестве примера сперва добавим разделение по городам. Для этого я беру поле «Город» и закидываю его в раздел «Строки».
Сразу же в сводной таблице в отдельных строках появилось указание городов. Отлично. И прежде чем мы пойдем дальше, я хочу показать, что происходит, когда мы закидываем определенное поле в раздел «Столбцы». Поэтому я сейчас сперва отменю последнее действие. Использую комбинацию клавиш Ctrl-Z. Сводная таблица у нас опять пустая. И в этот раз закину поле «Город» не в раздел «Строки», а в раздел «Столбцы». Теперь, как видишь, перечисление городов у нас происходит не по строкам, а по столбцам. Однако, это пока всего лишь перечисление городов, и каких-либо значений, относящихся к этим городам, мы все еще не видим. Чтобы это исправить, нужно закинуть определенные поля числовых значений в раздел «Значения». В качестве примера давай закинем в значение поле «Количество», чтобы увидеть количество проданных товаров в каждом городе. Сразу же, как видишь, в таблице у нас появляются значения. Схожим образом все будет работать, если города у нас будут перечислены в строках. Давай посмотрим, как это будет выглядеть. Для этого я сейчас могу просто взять и вот так перекинуть поле «Город» из раздела «Столбцы» в раздел «Строки». И вот наша сводная таблица уже изменила свой вид. При этом ты, вероятно, заметил, что когда мы закидывали в столбцы и строки определенные поля, сводная таблица автоматически изменяла ширину столбцов. В случае нашего пустого листа это совсем не критично. Но если бы мы работали сейчас в заполненном листе, имеющем определенную структуру, подобное поведение сводных таблиц могло бы быть очень нежелательным. Именно эта особенность сводных таблиц, кстати, отталкивает многих от их активного применения. На самом же деле это совсем никакая не проблема, так как всего парой щелчков подобное поведение сводных таблиц можно отключить. Для этого щелкаем по сводной таблице правой кнопкой мыши и выбираем пункт «Параметры сводной таблицы». Здесь теперь нужно убрать галочку напротив пункта «Автоматически изменять ширину столбцов при обновлении». Подтверждаю. И теперь, если я сейчас сперва поправлю ширину находящихся справа столбцов вот таким образом, и снова перекину города в раздел «Столбцов», сводная таблица не будет изменять размеры вот этих всех столбцов. Отлично. Верну вариант с городами в строках. Ну и кроме того, также отключу уже известным нам образом отображение сетки листа. Также давай отодвину сводную таблицу чуть-чуть от края. У нас сейчас выбран столбец А, поэтому просто с помощью Ctrl пробел выбираю весь столбец. С помощью Ctrl плюс добавляю новый столбец слева от выбранного. И все, вот так у нас сводная таблица чуть сдвинулась вправо. Можно также ее поместить на вторую строку. Для этого я выбираю вторую строку с помощью Shift пробел и с помощью Ctrl минус удаляю эту строчку. Отлично. Кстати, окно настройки полей сводной таблицы можно также отвязать от края и поместить на любой требуемой позиции. Для этого наводим мышку на вот этот заголовок окна, щелкаем левой кнопкой мыши и, держа ее зажатой, отцепляем это окно. Я его помещу вот здесь и сделаю немного другого размера. Чтобы быстро вернуть это окно в его исходное положение и снова привязать к краю экрана, просто дважды щелкаем по заголовку. Отлично. Теперь давай посмотрим, как сводным таблицам можно задавать более сложную структуру и как при этом можно сделать сводные таблицы более читабельными. Для начала давай, например, отобразим в сводной таблице также и выручку по каждому городу. Для этого просто закидываем поле выручки в раздел значений. Автоматическое поправление ширины столбцов я тогда отключил, так что сейчас сам вручную поправлю ширину столбца D. Просто вот так беру и щелкаю по границе заголовка этого столбца дважды левой кнопкой мыши. Окей. Сейчас сводная таблица отображает два значения – выручку и количество. При этом, согласись, формат значений выглядит не самым наглядным образом. Поэтому давай сейчас изменим формат значений в сводной таблице. Здесь, однако, при этом есть одна важная особенность. Изменять формат отображения значений в сводных таблицах следует не с помощью вот этого раздела или же окна в формат ячеек, а с помощью специального раздела «Числовой формат», существующего только у сводных таблиц. Это так, поскольку в случае внесения изменений в окне формат ячеек, изменения будут относиться лишь к текущим выбранным значениям. Нам же нужно, чтобы и при расширении размеров сводной таблицы форматирование распространялось на новые ячейки. Именно поэтому правильным вариантом является уже названная опция «Числовой формат». То есть, когда хотим поменять формат отображения значений, щелкаем правой кнопкой мышки по одной из ячеек интересующего нас поля непосредственно в сводной таблице, начнем, например, с количества, и в выведенном контекстном окне выбираем пункт «Числовой формат». Теперь в этом окне задаем привычным нам уже образом формат значений для поля количества. Давай количество будем отображать в числовом формате, без знаков после запятой. Выбираю здесь поэтому 0, и с разделением тысяч, миллионов и так далее с помощью пробела. Ставлю вот здесь галочку. Нажимаю на ОК.
Как видишь, формат всех значений поля количества сразу же был изменен. Теперь проделаем то же самое с выручкой, только ее форматировать мы будем в денежный формат с указанием валюты. В этот раз давай проделаем эти действия только с помощью клавиатуры. Выбираю ячейку, затем щелчок правой кнопкой мыши по выбранной ячейке в этот раз я произведу с помощью аналогичной комбинации клавиш Shift F10. У нас открывается контекстное окно, как если бы мы щелкнули правой кнопкой мышки по этой ячейке. И теперь с помощью клавиш со стрелками я выбираю опцию «Числовой формат», после чего подтверждаю выбор с помощью клавиши Enter. В этот раз мы задаем денежный формат, пусть также будет без указания десятичных знаков после запятой, но с указанием символа евро вот таким образом. Подтверждаю. Готово. Уже выглядит намного более наглядно. Что мне еще не совсем нравится, так это подписи столбцов. Уж слишком они широкие. Так что давай их поправим. Начнем со столбца указания городов. Выбираю его заголовок и либо двойным щелчком левой кнопки мыши, либо с помощью клавиши F2 вхожу в режим редактирования содержимого ячейки. Здесь теперь поменяем текущий заголовок на простое краткое «город». Отлично. Теперь заголовки столбцов со значениями. Здесь, однако, есть одна особенность. Столбцы значений сводной таблицы не могут иметь название, аналогичное названию одного из доступных полей сводной таблицы. То есть смотри, поле с указанием количества в умной таблице у нас так и называется – количество. Поэтому, если я сейчас попробую вписать слово «количество» в заголовок столбца с количеством, будет выведена ошибка. Тем не менее, предположим, что я все равно хочу в заголовке здесь иметь именно слово «количество». В таком случае мы можем применить следующую хитрость. Оставляем нужное нам слово и в конце добавляем символ пробела. Вот так. Подобная хитрость Excel вполне устраивает, и теперь мы имеем нужный нам заголовок с невидимым пробелом в конце, который нам с одной стороны совсем не мешает, да и Excel при таком раскладе не ругается. То же самое я теперь давай проделаю со столбцом выручки. Захожу в эту ячейку, удаляю ненужные слова и вставляю в конце просто пробел. Подтверждаю. Готово. Теперь остается лишь поправить ширину этих столбцов. Вот так выделяю по ячейке обоих столбцов с помощью символа стрелки и с зажатым шифтом. И теперь использую комбинацию Ctrl-пробел, чтобы выбрать целиком столбцы выделенных ячеек. Теперь я дважды щелкаю левой кнопкой мыши по границе заголовка одного из этих столбцов, автоматически поправляя таким образом ширину ячеек. Ну и я бы ее сделал все-таки еще чуть-чуть шире. Теперь единственное, что я бы еще сделал, это настроил бы выравнивание заголовков в этих двух столбцах по правому краю. Выбираю их и вот здесь щелкаю по выравниванию по правому краю. Кроме того, если тебе в дальнейшем понадобится, также можно изменять подпись итогов вот здесь. Выбираем ячейку, точно так же вписываем то, что нам нужно. Я впишу в качестве примера слово «итого» и точно так же подтверждаю. Супер! Таким образом, наша сводная таблица уже выглядит очень даже привлекательно. Теперь давай придадим ей еще более изощренную структуру. Сделать это можно с помощью добавления дополнительных полей в разделы строк и столбцов. В качестве примера давай предположим, что хотим видеть в сводной таблице также и принадлежность отдельных городов к одному из 4 регионов. Для этого берем и вот так добавляем в раздел строк также и поле «Регион», благодаря чему сразу становится видно, к какому региону относится каждый из городов. При вот такой постройке структуры сводной таблицы при этом также важно соблюдать последовательность расположения полей в отдельных разделах. Именно поэтому регионы я расположил перед городами. Смотри, что будет, если поменять их позиции. Если мы располагаем поля «Город» и «Регион» в обратном порядке, то в результате получаем следующую сводную таблицу. В этом варианте города находятся на первом уровне, и под ними фактически вписана характеристика принадлежности к региону. Числа при этом выходят для каждого города дублированными, поэтому такая структура для нас на самом деле является не совсем логичной. Так что я верну предыдущий вариант. И не переживай, если поначалу все это расположение полей может показаться замудренным, на самом деле в этом нет абсолютно ничего сложного. Просто нужно поиграть с расположением полей в разных разделах и по ходу дела смотреть, что именно тебе нужно. Когда в структуре сводной таблицы начинает вырисовываться нужная картина, просто оставляешь расположение полей как есть. Со временем выработается такое чувство, что и куда нужно закидывать. В любом случае, для упражнений я хочу рассмотреть с тобой еще пару примеров построения определенной структуры сводной таблицы. В качестве примера предположим, что нам сейчас интересна лишь выручка по городам и по категориям товаров. В таком случае я выбрасываю поле «Количество» из раздела значений. Принадлежность городов к регионам нас также теперь не интересует, так что убираю также и поле «Регион». И в итоге у нас остается лишь указание городов и соответствующих им общих сумм выручки. Мы хотели узнать распределение сумм выручки по категориям товаров, так что сейчас нам понадобится поле «Категория». При этом у нас есть в принципе два варианта, как мы можем расположить поле «Категория». Первый вариант в строках. Закидываю категорию в раздел строк,
перед полем «Город», и вот Excel нам уже показывает, какова выручка по категориям товаров в каждом городе. В таком случае, однако, создается очень длинная сводная табличка. Мне кажется, что при нашей текущей постановке задачи намного более хорошо будет выглядеть вариант сводной таблицы с полем «Категория» в столбцах. Поэтому перетаскиваю это поле в соответствующий раздел, и вуаля! Теперь табличка намного более компактная, и мне, если честно, такой вариант нравится намного больше. Если опять-таки хотим еще и отображение регионов, то закидываем их, например, перед городами. Вот такой пример структурирования сводной таблицы. И здесь, в принципе, ограничений почти нет. Просто поиграй после просмотра этого видео с разными вариантами устройства полей сводной таблицы, и, думаю, все станет еще более понятно. Отлично. С обустройством сводных таблиц с помощью расположения полей вроде разобрались. Однако, поля являются далеко не единственным методом изменения структуры сводной таблицы. Кроме расположения полей, мы также можем изменять настройку отображения общих и промежуточных итогов, а также настройку макета. Под промежуточными итогами подразумеваются вот эти суммы для, в нашем случае, отдельных регионов и категорий продуктов. То есть смотри, региону Восток принадлежит Берлин и Дрезден. Вот выручка в этих городах, например, в категории консервы. Если мы сложим эти значения, то как раз и получаем 41 441 евро. В сводных таблицах мы имеем возможность отключать и настраивать отображение подобных промежуточных итогов. Делается это во вкладке «Конструктор» в разделе «Макет». В качестве альтернатив у нас есть три настройки. Промежуточные итоги не отражаются, промежуточные итоги выводятся в нижней части каждой группы, и уже знакомая нам настройка по умолчанию, промежуточные итоги отображаются в заголовке группы. Отлично. С промежуточными итогами разобрались, и, как было сказано, также мы можем настраивать и отображение общих итогов. Вот здесь. Для общих итогов у нас имеются следующие варианты. Выводить все общие итоги, это текущая настройка, настройка по умолчанию. Затем у нас есть вариант с полностью отключенными общими итогами. Ну и кроме того, мы также можем отдельно выводить итоги только по строкам. То есть суммируются все значения каждой отдельной строки, и суммы выводятся в отдельном столбце. Точно так же есть вариант и итогов только по столбцам. Аналогичная ситуация, только для столбцов. Их значения суммируются и выводятся, соответственно, в дополнительной строке общих итогов. Окей. Сразу здесь же можем рассмотреть настройки так называемого макета, или же типа сводной таблицы. Итак, у сводной таблицы в Excel есть три варианта макета. Первый макет – это сжатая форма. Сжатая форма является настройкой сводных таблиц по умолчанию, которая выглядит уже привычным нам образом. Вот таким. Следующий макет – форма структуры. В форме структуры сводная таблица выделяет поля строк второго и последующего уровней в отдельные столбцы. Вот таким образом. Ну и третий макет – табличная форма. Он достаточно схож со вторым макетом. Кроме того, ниже у нас есть два варианта настройки отображения повторяющихся элементов. Вот что подразумевается. Как видишь, сейчас повторяющимся элементом вот здесь является находящийся выше регион Восток. Здесь Запад и так далее. Поскольку повторяющиеся элементы у нас сейчас не отображаются, выходит, что мы сейчас используем вот эту настройку. Если же мы выберем вариант выше, то Excel начнет показывать принадлежность к региону в каждой строке. Кстати, внеся всего еще одно изменение в настройке, мы можем превратить нашу сводную таблицу в фактически классическую обычную табличку. Для этого выключаем отображение общих и промежуточных итогов. Заголовки строк у нас все еще выделяются полужирным начертанием, и убрать это полужирное начертание мы можем с помощью галочки вот в этом чекбоксе. Убираем ее. Супер! Кроме того, как видишь, здесь есть кнопки для свертывания подразделов таблицы вот таким образом. Вот так я сейчас вручную свернул все строки до уровня регионов. При этом такое свертывание, как и обратное развертывание всего поля, вовсе не нужно делать вручную, пошагово прощелкивая каждую кнопку. Для этого можно просто щелкнуть правой кнопкой мыши по одной из ячеек нужного поля. Я сейчас при этом сымитирую щелчок правой кнопкой мыши еще одним методом с помощью клавиатуры. Для этого я нажимаю кнопку Menu Key, вот она. Если у тебя ее нет, также можешь использовать опять-таки Shift F10. И вот теперь здесь мы переходим к развернуть-свернуть. И выбираем «Развернуть все поле». Точно так же есть и аналог «Свернуть все поле». Подтверждаю, и у нас сразу вся таблица была развернута. Супер! Если эти кнопки тебе вовсе не нужны, то их можно отключить во вкладке «Анализ» в разделе «Показать». Вот здесь. Просто отключаем их. Супер, мы уже обсудили очень многое. И для сегодняшнего видео самых важных основ нам остается лишь обсудить сортировку, фильтры, вычисления, а также обновление данных в сводной таблице. Осталось немного, так что давай продолжим. Для этого я сперва верну нашу сводную таблицу к более классическому виду сводных таблиц. Отлично, теперь обсудим сортировку и фильтры.
Смотри, с помощью вот таких символов мы можем фильтровать и сортировать значения полей сводных таблиц. То есть кликаю по вот этому символу, и вот мы уже можем выбрать определенные категории, которые нас интересуют. Пусть это будут, например, напитки, сухофрукты и сыры. Применяем фильтр и видим следующий результат. Точно так же мы можем фильтровать и значения вот этих полей. Почему я говорю полей, а не поля? Да, потому что у нас вот в этом столбце сейчас внесено сразу два поля – регион и город. И для обоих этих полей у нас есть лишь один символ фильтра. Кликаем по нему, и если нам нужен город, то в расположенном ниже выпадающем списке выбираем нужное поле «Город», и уже здесь можем, например, убрать из выбора определенные города. Если же мы захотим отфильтровать регион, то выбираем поле «Регион» и поступаем аналогично. Подтверждаю, и вот результат. Отлично, давай я отменю эти фильтры. И обрати внимание, сейчас я буду отменять фильтр для нашего поля с регионами и городами. Нажимаю на этот же символ, и сейчас сперва выбран регион. Я нажимаю «Удалить фильтр» из столбца «Регион». И у нас был возвращен регион Запад, который мы тогда профильтровали. Однако, таким образом, мы не удалили фильтр из поля городов. Именно поэтому, если обратишь внимание, у нас еще не хватает по городу в регионах Запад и Юг. Соответственно, также нужно не забыть опять зайти в этот же раздел, в этот раз выбрать город, и теперь также здесь удалить фильтр из этого поля. Готово. Кроме того, ты наверняка заметил, что в окне управления полями сводной таблицы есть также раздел «Фильтр». В этот раздел мы можем закинуть поле, по которому хотим производить дополнительную фильтрацию. Давай посмотрим на примере заказчиков. Закидываю это поле. И теперь в нем мы можем выбрать, например, одного заказчика и посмотреть значение лишь его выручки. Именно с фильтрацией, кстати, связаны так называемые срезы, или же слайсеры. Они позволяют делать работу со сводными таблицами интерактивной, и именно в значительной степени, опираясь на слайсеры, в следующем видео мы будем создавать наш дэшборд. Смотри, что из себя представляют эти самые слайсеры. Выбрав опять-таки одну из ячеек сводной таблицы, во вкладке «Анализ» выбираю опцию «Вставить срез». Здесь выбираем срез, для каких полей нас интересует. В конце концов, это и есть тот же самый функционал фильтров. Выберем в качестве примера заказчика и товар. Подтверждаю. И в итоге у нас вставляются вот такие интерактивные панели для выбора отдельных элементов. При этом смотри, текущий выбор лишь одного заказчика у нас уже отображается в нашем слайсере, что говорит о постоянной синхронизации слайсеров с фильтрами. И как только я буду изменять выбор в слайсере, фильтр сводной таблицы также будет отображать произведенные изменения. Товар мы точно так же теперь можем фильтровать срезом. Для большей наглядности это поле можно также добавить в раздел фильтров, и таким образом мы сразу будем видеть текущие выбранные фильтры по товарам. В слайсерах, кстати, также можно выбирать сразу несколько элементов. Вот так. Зажимаю левую кнопку мыши и протягиваю свой выбор. То же самое сделаем давай и для товаров. В фильтре сразу тоже нам написано, что выбрано несколько элементов. Проверяем. Все сходится. Супер. Я снова отменю фильтры и смотри. В сводной таблице мы также можем применять сразу несколько правил сортировки. Давай я покажу на следующем примере. Закинув столбцы, также поле цена за штуку, а выручку поменяю на количество. То есть что у нас сейчас показывает эта сводная таблица? Она говорит, сколько товаров по определенной цене, например, 89 центов, евро 15 центов, евро 19 центов и так далее, продано в каждом отдельном городе. Цены при этом от категории к категории могут варьироваться, как можно заметить. Подводится итог в каждом подразделе и в общем по категории, и затем уже идет указание следующей категории, то есть сперва консервы, потом крупы, масла и так далее. Так вот, даже в такой комплексной таблице мы можем применять сразу целый набор правил сортировки. Смотри, покажу. В качестве примера сперва просортируем по возрастанию цены. Для этого правой кнопкой мыши щелкаем по одной из цен и заходим в раздел «Сортировка». Здесь выбираем «Сортировка по возрастанию». Здесь как бы мы ничего не увидели по изменениям, но вполне возможно то, что сортировка где-то дальше в таблице изменилась. То есть смотри, просто чтобы это было наглядно, опять захожу, сортировка по убыванию, и теперь цены у нас просортированы по убыванию. Мы же хотели по возрастанию. Выбираю и снова цены по возрастанию. Это получается наше первое правило. Значения же отдельных регионов мы просортируем в убывающем порядке. Выбираю одну из первых таких ячеек и проделываю то же самое, только в этот раз выбираем сортировку по убыванию. Кроме того, точно так же мы можем просортировать по убыванию и значения по отдельным городам. Точно так же щелкаю по одной из ячеек
и выбираю «Сортировка по убыванию». Вот такой интересный пример. Помимо этого, содержимое таблицы мы также можем сортировать и по итогам. В качестве примера давай теперь будем сортировать не по ценам, а по итогам каждой категории. Выбираю, например, значение консерв, сортировка по возрастанию. Теперь у нас сортировка произведена не по ценам, а по итогам каждой категории продукта. Отлично. Вот разобрались с сортировкой. Давай я сделаю нашу сводную таблицу снова попроще. Ну и раз уж на то пошло, давай в этой простенькой таблице тоже просортируем значения в убывающем порядке, чтобы сразу видеть, в каких городах больше всего сбывается товара. Выбираю одну из ячеек. Сортировка по убыванию. Супер. Теперь поговорим о вычислениях в сводных таблицах. Смотри, когда мы закидываем поля с числовыми значениями в раздел значений, сводная таблица по умолчанию отражает суммы строк умной таблицы, соответствующей примененным фильтрам. При этом у нас есть также и другие варианты операций над значениями из умной таблицы. Смотри, щелкаю по полю количества в разделе значений и выбираем параметры полей значений. Здесь у нас есть следующие варианты операций над значениями. Чаще всего, конечно, применяются перечисленные выше. И давай в качестве примера рассмотрим, как будет выглядеть операция средняя и как она вообще будет вычисляться. Выбираю среднее, подтверждаю. И, как видишь, значения в сводной таблице сразу же у нас изменились. Вот что в этот раз отображается. Давай проверим вычисление Берлина. Это 445. Это значение сводная таблица вычислила, грубо говоря, следующим образом. Переходим к умной таблице. И вот что произошло. Сводная таблица профильтровала значения в умной таблице лишь до значений Берлина. Вот так. Если мы сейчас выберем все выведенные значения количества, то можем увидеть, что среднее всех этих значений как раз и составляет при округлении 445. Если бы в фильтрах сводной таблицы мы бы ограничили выбор лишь на 2021 год, то, соответственно, в умной таблице я бы точно так же дату просортировал бы лишь до 2021 года. И при проверке среднего значения сейчас мы получаем, грубо говоря, 449, ну или же 450 среднее количество. Вот так и работают вычисления в сводных таблицах. Отлично. Кроме того, в сводных таблицах у нас также есть дополнительные вычисления и вычисляемые пользовательские поля. О них я расскажу в отдельном видео, иначе ну уж чересчур длинным выйдет это видео. Отлично. Кстати, в раздел значений мы пока закидывали лишь поля с числовыми значениями, тогда как на самом деле туда можно также закидывать и поля, которые содержат в себе нечисловые данные. Разница будет заключаться лишь в том, что для таких полей доступна лишь одна операция – подсчет количества. Можешь также поэкспериментировать с такими полями в разделе значений. Супер. Все. Остается лишь последний пункт – группировка данных и работа с датами. Для этого примера я сделаю следующую сводную таблицу. Города у нас будут выводиться в столбцах, а в строках будут показаны даты. Закидываю город в столбцы, удалю вот эти два слайсера, и теперь в строки закидываем даты. При этом обрати внимание, я закинул лишь поле даты в строке, но добавлено было сразу 3 поля – годы, кварталы и непосредственно даты. Это и есть группировка данных, в нашем случае дат по годам и кварталам. Автоматическая группировка дат – это поведение сводной таблицы по умолчанию, и если тебе подобная группировка не нужна, то ее всегда можно легко отменить с помощью комбинации клавиш Ctrl-Z. Как видишь, сразу вставляются отдельные дни. Давай, однако, теперь рассмотрим, как мы можем применять группировку сами, вручную. Для этого правой кнопкой мыши щелкаем по одной из дат и нажимаем на «Группировать». Здесь мы можем выбрать нужную нам группировку. Пусть это будут года и месяца. Подтверждаю. И вот Excel сгруппировал отдельные даты, во-первых, в месяца, и уже эти месяца распределил по годам. Ну и последний пункт. Я держал его до самого конца, но вот наконец настал его момент. На примере этих дат можно будет очень легко показать, насколько удобны умные таблицы в качестве источника данных для сводных таблиц. Смотри, у нас сейчас есть данные лишь за 2021 и 2022 годы. Предположим, что мы вот только что получили данные за 2023 год. На самом деле, они уже с самого начала присутствуют в файле. Просто щелкаем правой кнопкой мыши по одному из рабочих листов, затем по «Показать» и выбираем данные 2023. Здесь, как видишь, имеются данные за 2023 год в такой же форме, как и в нашей умной таблице. Так что давай добавим их к общим данным в умную таблицу. Просто выделяю сами данные без заголовков, копирую и вставляю следующую после нашей умной таблицы строку. Щелчок правой кнопкой мыши и вставляем как значение. Умная таблица сразу распознает новые данные и поглощает их. Теперь, чтобы эти данные отобразились в нашей сводной таблице, просто выбираем одну из ее ячеек и в разделе «Анализ» щелкаем по «Обновить». Новые данные моментально добавлены.
Если же мы работали бы со статичной областью в качестве источника данных, то нам перед тем, как нажать на «Обновить», пришлось бы щелкать по «Источник данных» и выделять новый статичный диапазон. У нас же сейчас внесена наша умная таблица. Нажимаю «Отмена». Окей. Пух, супер. Вот мы и обсудили абсолютно все самые важные основы работы со сводными таблицами. В следующем видео мы применим все полученные в этом видео знания и расширим их новыми навыками для того, чтобы построить уже упомянутый ранее дэшборд. Так что увидимся с тобой в следующем видео. Пока. И, кстати, не забудь подписаться на канал, чтобы не пропускать выход новых видео.